Сегодня мы погрузимся в стильный мир теории, самой известной художницы модельера в Фонтейне и героини Genshin Impact. Этот гайд расскажет вам обо всем, что нужно знать, чтобы максимально использовать потенциал теории на поле боя, сохраняя при этом ее уникальный стиль. Родившаяся в Иназуме, теория отправилась в регион Гидра, где основала Дом теории в районе Леонес. Помимо дизайнерских талантов, теория привносит остроту не только в свою личность, но и в боевые навыки пятизвездочного персонажа Гео, владеющего одноручным мечом. Известная своей изобретательностью в общении, теория бережет свое уважение для тех, кого считает достойным, сосредоточившись исключительно на своем ремесле и идеалах. В бою теория выделяется как универсальный дамагер Гео. Основной урон она наносит с помощью элементального навыка, который призывает марионеток-автоматов для атаки врагов. Эти куклы, соды, необходимые для ее доминирования на поле боя, требуют стратегического размещения и постоянного присутствия, чтобы обеспечить эффективность теории как вторичного или даже основного дамагера. Особенно с ее взрывом стихий, наносящим значительный геоурон. Для тех, кто хочет оптимизировать возможности теории, понимание ее сборки имеет решающее значение. Независимо от того, хотите ли вы использовать теорию в качестве дилера урона или в качестве основного атакующего игрока. Ее сборка существенно различается. Ее эффективность значительно повышается в зависимости от уровня созвездий. При определенных поворотных значениях раскрывается весь ее потенциал. Урон теории зависит как от атаки, так и от защиты, поэтому выбор артефактов и оружия играет ключевую роль в ее успехе. Углубляясь в руководство по сборке теории, мы должны понимать ее преимущества и недостатки, чтобы эффективно использовать ее в стратегии Genshin Impact. Это поможет вам извлечь максимум пользы из ее уникальных способностей и преодолеть все трудности, связанные с ее стилем игры. Преимущества теории. Уникальный вторичный дамагер. Теория удобная в качестве вторичного дамагера, которая может быстро активировать свои способности и затем свободно освободить место для следующего персонажа в команде. Это делает ее ценным активом в различных составах команд. Сбалансированный выбор артефактов и оружия. Благодаря тому, что способности теории масштабируются как и от атаки, так и от защиты, найти подходящие артефакты и оружие для нее несложно, что позволяет гибко подбирать снаряжение. Эффективный саб-ДПС. Откат ее элементального навыка короче, чем его продолжительность, благодаря чему кукла Соды постоянно атакует противников на поле боя. Мобильность и полезность. Навык прицеливания теории предлагает способность «Рывок», что делает ее отличным выбором для исследования огромного мира Тейвата. Кроме того, низкие затраты энергии на взрыв стихий способствуют ее частому использованию. Преимущество пассивного умения. Пассивный эффект «Шито на заказ» после применения порхания Хасоды позволяет быстро менять персонажей местами, повышая синергию команды и эффективность ротаций. Недостатки теории. Зависимость от геоконструктов. Для максимизации урона и полезности теории практически необходимо иметь еще одного персонажа, способного вызывать геоконструкты. Если только она не находится в созвездии 1, что смягчает ее требования. Ограничение созвездия. Хотя теория может выступать в роли основного дамагера, ее потенциал в этой роли полностью раскрывается только в созвездии 6. Игрокам, не имеющим доступа к C6, может быть сложно использовать ее в качестве основного атакующего игрока. Требуется четкое понимание умений. Овладение быстрой повторной активацией ее элементального навыка, особенно если вы играете ею в роли наносящей урон, очень важно. Игроки должны придерживаться определенной ротации и правильно расставлять персонажей в отряде, чтобы максимизировать ее эффективность. Моногео. Для комфортной игры и получения более высокого урона, теория значительно выигрывает от использования в паре с персонажами, дополняющими ее способности Гео. Поэтому состав команды – важнейший фактор, который необходимо учитывать. Понимание этих преимуществ и недостатков – ключ к тому, чтобы максимально использовать возможности теории. Независимо от того, используете ли вы ее как вторичного дилера урона или стремитесь максимально использовать ее потенциал в качестве основного атакующего персонажа. Тщательное изучение ее сильных и слабых сторон позволит вам выстроить стратегию и состав команды для достижения оптимальных результатов.
Далее мы рассмотрим идеальные билды, выбор оружия и артефактов для Чиори, чтобы у вас были все необходимые инструменты для использования всего ее потенциала и стиля на поле боя. Для теории, как для вторичного дилера урона, ваша цель — усилить ее урон от Гео и обеспечить ей прочность, чтобы выжить на поле боя. Выбор правильного оружия и артефактов имеет решающее значение, как и оптимизация ее статов защиты, сил атаки и критических показателей. Давайте разберем оптимальные варианты для Чиори в ее роли вторичного дилера урона. Рекомендуемое оружие для теории вторичного дилера урона. Ураку Мисуруки. Фирменное оружие Чиори. Идеально подходит как для роли вторичного ДД, так и для роли основного ДД. Оно повышает не только ее элементарный навык, но и защиту, что очень важно для ее урона. Драгоценный омут. Это универсальное оружие подходит многим героям, в том числе и Чиори. Оно значительно повышает шанс крита, позволяя вам сосредоточиться на крит-уроне при выборе артефактов. Волчий клык. Оружие с боевого пропуска. Усиливает как элементальный урон, так и взрыв стихии Чиори. Кроме того, он добавляет высокий шанс крита, позволяя сосредоточиться на артефактах, наносящих критический урон. Киноварное веретено. Несмотря на то, что в настоящее время оно недоступно, это отличный выбор, если оно у вас есть. Оно дает значительное увеличение защиты, что очень важно для расчета урона Чиори. Оскверненное желание. Также недоступно, но это хороший вариант для тех, кто смог получить его в патче 1.2. Несмотря на то, что он ориентирован на восстановление энергии, он обеспечивает солидный прирост базовой атаки и повышает урон от элементальных умений. Рекомендуемый набор артефактов для Чиори вторичного ДД. Кокон сладких грез. Лучший выбор для Чиори, обеспечивающий существенный бонус к защите и повышающий урон от Гео, что идеально сочетается с ее шкалированием урона. Золотая трупа. Почти такой же мощный набор, как и Кокон сладких грез, хотя он и не увеличивает урон от элементального взрыва, но все же является жизнеспособным вариантом, если вы сосредоточитесь на ее элементальном скилле и обычных атаках. Ночной шепот в лесу откликающегося эхо. Этот набор увеличивает урон от Гео после использования элементального умения, что делает его хорошим выбором для Чиори, особенно если вы стремитесь максимизировать ее урон от Гео. Вторая пассивка полного комплекта более полезна для основного ДД билда, но и в роли саб-ДД она не теряет своей ценности. Оптимальное значение характеристик для теории саб-ДД, вторичного ДД то есть. Защита. Ориентируйтесь на 2000-3000 урона. Урон Чиори зависит от ее защиты, поэтому этот показатель очень важен. Сила атаки 1300 или больше. Хотя это не так важно, как защита. Приличная сила атаки повышает общий урон. Критический урон и шанс крита. Следуйте соотношению 1 к 2, стремясь к тому, чтобы 60% крит урона сопровождалось 120% крит урона. Такой баланс обеспечивает стабильную силу удара критов Чиори. Восстановление энергии 110-130%. Благодаря этому диапазону Чиори может часто использовать элементальный взрыв, что значительно повышает ее роль как саб-ДД. Тщательно подбирайте оружие, артефакты и оптимизируйте статы Чиори в соответствии с этими рекомендациями. Вы сможете максимально повысить ее эффективность на поле боя, что позволит ей оказывать существенную поддержку и наносить значительный урон в качестве саб-ДД в составе вашей команды. Для теории в роли основного дилера урона фокус немного смещается в сторону максимизации ее обычного урона атак и обеспечения выживаемости в длительных боях. Выбор оружия, артефактов и оптимальных статов меняется в сторону увеличения силы атаки, защиты и количества критических статов, а также обеспечения максимального использования ее элементального взрыва и элементального навыка. Рекомендуемое оружие для Чиори основного ДД. Ураку Мисуруги остается отличным выбором для Чиори в роли основного ДД, благодаря усиленным обычным атакам, что делает его идеальным для ее потребностей в повышенном уроне. Драгоценный омут. Это оружие продолжает оставаться универсальным, обеспечивая критический шанс и повышенную силу атаки для Чиори, что очень важно для ее сборки основного ДД.
Рассекающий туман. Дает дополнительный урон крита и увеличивает весь элементальный урон носителя, что особенно полезно для Чиори, использующей обычные атаки под действием инфузии. Харан Гипаку Фуцу. Дает Чиори шансы крита и бонусный элементальный урон, а также более высокую базовую атаку, что значительно увеличивает ее урон от обычных атак. Черный меч. Идеально подходит для повышения шанса критов и у Чиори, а его пассивная способность увеличивает урон от обычных атак, что делает его хорошим выбором для ее основной роли ДД. Грандиозное завершение глубин. Подходит для Чиори без C6. Это оружие пассивно увеличивает силу атаки и еще больше увеличивает после активации элементального навыка. Рекомендуемый набор артефактов для Чиори главного ДД, основного. Кокон сладких снов. Лучше всего подходит для максимизации защиты Чиори и урона от Гео, что очень важно для ее эффективности в любой роли. Конец Гладиатора. Увеличивает урон от обычных атак, хотя этот набор не так эффективен, как другие. В плане увеличения общего урона он является жизнеспособным вариантом, если вы сосредоточены на ее обычных атаках и можете выбрать значительное количество защитных статов с помощью субстатов. Ночной шепот в лесу откликающегося эха. Более выгодный вариант для сборки в стиле главного ДД, так как увеличивает урон от Гео после использования элементального навыка и еще больше увеличивает его при активации реакции кристаллизация, что выгодно для Чиори вид главного ДД, то есть, основного. Охотник Сумрачного Двора. Этот выбор является уникальным выбором при игре вместе с определенными персонажами, такими как Фурина. То есть не такими, а именно только с Фуриной. Другого варианта нету, пока что. Которые могут повысить эффективность Чиори за счет своих способностей, особенно в специализированных командах. Оптимальное значение характеристик для Чиори основного ДД. Защита 2000 или выше. Даже в качестве основного ДД, защита Чиори вносит значительный вклад в ее потенциал урона. Сила атаки около 1700 с C6. Или 2200 без C6, чтобы компенсировать дополнительное усиление, которое она получает от своего созвездия. Урон крита и шанс крита. Поддерживайте соотношение 1 к 2. Стремитесь, например, к тому, чтобы 60% крита соответствовало 120% крит урона, таким образом обеспечивая частые и мощные крит удары. Восстановление энергии 100-120%. Хотя этот диапазон намного меньше, чем требуется для саб-ДД, он все же жизненно важен для того, чтобы Чиори могла регулярно использовать взрыв стихии, способствуя стабильному нанесению урона. Вооружив Чиори рекомендуемым оружием, артефактами и настроив ее статы для роли основного ДД, вы не только обеспечиваете ей высокий урон, но и сохраняете универсальность и устойчивость на поле боя. Баланс защиты и сил атаки, а также оптимизация критических статов позволяют Чиори стильно и мощно вести команду к победе. Играя за Чиори в Genshin Impact, предлагается понимать ее способности, основные ротации и эффективную интеграцию ее умений в общую стратегию команды. Независимо от того, будет ли Чиори в вашей команде в качестве основного или вспомогательного дилера урона, ее игровой процесс будет немного отличаться в зависимости от этих ролей. Вот несколько общих рекомендаций, как эффективно играть Чиори в обоих ролях. В качестве суб-ДД или вторичного дилера урона. Использование элементальных навыков. Начните с использования элементального навыка Чиори, чтобы призвать на поле кукол Соды. Эти автоматоны будут атаковать врагов, нанося постоянный урон от Гео. Убедитесь, что на поле присутствуют конструкции Гео, если у нее нет своего созвездия C1, чтобы максимизировать количество вызываемых кукол Соды. Взрыв стихии для высокого урона. Использование взрыва стихии Чиори при каждом удобном случае, чтобы получить значительный разовый урон от Гео. Это особенно эффективно против группы врагов или при концентрации урона на одной цели. Ротация и позиционирование. После активации способностей быстро переключитесь на другого персонажа, чтобы не прекращать наносить урон. Пассивка Чиори позволяет плавно переходить от одного героя к другому. Убедитесь, что за Чиори следует основной ДД персонаж. Осведомленность о поле боя. Следите за тем, чтобы найти возможность призывать дополнительную куклу Соды или изменить положение Чиори для оптимального использования элементальных навыков.
Не забывайте о конструкциях Гео других персонажей, чтобы усилить способности Чиори. В качестве главного наносящего урона персонажа. Начальные настройки. Начните с персонажей поддержки, чтобы наложить на врагов все бафы и дебафы. Ну, то есть на себя бафы, а на врагов дебафы. Тут логично. В том числе используйте элементальные навыки и взрыв стихий, чтобы повышать урон Чиори или снижать сопротивление противников. Элементальные навыки и обычные атаки. Активируйте элементальный навык Чиори, чтобы ввести в игру ее кукол Соды. Затем сразу же используйте обычную атаку, чтобы получить гео-инфузию, усиливающую ее обычные атаки гео-уроном. Сосредоточьтесь на цепочке обычных и заряженных атак, пока активна инфузия Чиори, чтобы получить максимальный урон. Взрыв стихий, когда он доступен. Используйте взрыв стихий Чиори для получения большого урона, особенно в сочетании с ее атаками с геоинфузией для значительного увеличения урона. Поддерживаем поддержание темпа. По мере необходимости возвращайтесь к своим помощникам, то есть саппортам, чтобы наложить бафы и дебафы, а затем снова переключитесь на Чиори, чтобы продолжить атаку. Следите за откатом ее элементального навыка, чтобы ее куклы Соды всегда были активны и вносили свой вклад в урон. Общие советы по игре за Чиори. Адаптивность. Будьте гибкими в своем стиле игры и подстраивайтесь под ход боя. Творчески используя мобильность Чиори и ее элементальный навык для исследования или боя. Мастерство. Быстрое использование элементального навыка для развертывания кукол Соды и своевременного использования взрыва стихий значительно повысят ее эффективность. Синергия команды. Всегда учитывайте, как способности Чиори дополняют способности ее товарищей по команде. Правильная ротация персонажей и синергия могут экспоненциально увеличить общий урон команды и ее выживаемость. Следуя этим рекомендациям и пониманию роли Чиори в команде, вы сможете максимально использовать ее потенциал, чтобы она не только вносила значительный вклад в урон команды, но и добавляла элемент стратегической глубины в ваш игровой процесс.